Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 15 мая, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. Вечером 14 мая на район Тацука-ку в городе Йокогама в японской префектуре Канагава обрушился мощнейший ливень, который вызвал стремительное наводнение, затопление городских улиц и масштабные сбои в энергетическом секторе. Экстремальные погодные условия были вызваны майским подъемом дневных температур у поверхности Земли в сочетании с сильным притоком холодного воздуха в верхние слои атмосферы, что создало условия для формирования аномально мощных грозовых фронтов. Метеорологическое управление Японии объявило в Йокогаме предупреждение об угрозе сильных паводков и затоплении низинных участков. Основной удар стихии пришелся на инфраструктуру вокруг железнодорожной станции Хигаси-Тацука. Потоки воды за считанные минуты затопили пешеходные переходы, тротуары и территорию автобусного терминала. Тропический ливень сопровождался крупным градом, который местами полностью покрыл землю белым слоем. Серьезный ущерб стихия нанесла энергетическим объектам региона из-за непрекращающихся грозовых разрядов. По данным компании Tokyo Electric Power, в результате повреждения линий электропередач в Тацука-ку и соседних районах без электричества одновременно остались более 10 тысяч жилых домов и коммерческих объектов. Несмотря на масштабы разгула стихии, обошлось без человеческих жертв и серьезных травм среди местного населения. В четверг утром в районе Северной Хальмахери в индонезийской провинции Северные Малукские острова произошло новое извержение вулкана Дукона, в результате которого столб пепла поднялся на высоту около 3500 метров над его вершиной. Данный сейсмический эпизод был зафиксирован сейсмографом с максимальной амплитудой 25 мм и продолжался более 47 секунд, став частью продолжающейся серии высокой активности гиганта. На фоне возобновившихся выбросов для вулкана Дукона сохраняется второй уровень опасности, из-за чего власти ввели категорический запрет для местных жителей, туристов и альпинистов на приближение к активному кратеру Малупанг-Вариранг в радиусе 4 километров. Особая бдительность требуется от жителей близлежащих населенных пунктов и города Табела, где возможны пеплопады и загрязнение воздуха, а также от авиационных служб из-за потенциальных угроз для воздушного сообщения в регионе. В четверг несколько регионов Турции столкнулись с экстремальными погодными условиями. Наиболее мощный удар стихии пришелся на провинцию Чорум в северной части страны, где разрушительный торнадо превратил в зону бедствия район Сунгурлу. Воронка колоссальных размеров, сформировавшаяся на стыке Сунгурлу и района Кызыл-Ирмак провинции Чанкыры, нанесла огромный ущерб сельской местности, пройдя через деревни Ояджа, Кавшут и Багдатлы. Эпицентром катастрофы стала деревня Ояджа, в которой около 80% жилых построек стали полностью непригодными для проживания. Стихия сносила стены, срывала крыши с домов, ломала опоры линий электропередач и вырывала с корнем деревья. В результате прохождения торнадо в районе Сунгурлу пострадали по меньшей мере 5 человек. Параллельно с этим еще один крупный вихрь вызвал панику в провинции Измир на западе Турции. Гигантская воздушная воронка была замечена в районе Минимен около полудня. Торнадо сформировался в районе городка Сейрик сразу после сильного ливня и крупного града. По свидетельствам местных жителей, в небе возникли две огромные воронки, которые двигались по суше на относительно безопасном расстоянии от густонаселенных жилых кварталов, что позволило избежать жертв и разрушений. Тем не менее, инцидент вызвал кратковременный всплеск тревоги среди населения из-за нетипичной для этого времени года силы погодных явлений. Эксперты уже выступили с предупреждениями, связав участившиеся случаи возникновения торнадо в Эгейском регионе с глобальными климатическими изменениями. В Карелии экстремальный сплав по реке Укса чуть не закончился трагедией из-за защитной экипировки одного из участников. Инцидент произошел во время преодоления опасного порога «Розовый слон», когда двухместный катамаран с туристами опрокинулся в бурном потоке.
Сильное течение выбросило одного из мужчин на безопасный участок, однако его напарник оказался в ловушке. Он попал в мощный водоворот, так называемую водную бочку, и в течение нескольких минут безуспешно пытался выбраться из ледяной воды. По словам опытного инструктора по рафтингу, эта экипировка оснащена плотными пенопластовыми вставками, которые призваны амортизировать удары о камни и создавать дополнительную плавучесть на спокойной воде. Однако в условиях сильного водоворота избыточный объем и архимедова сила костюма сработали против человека. Вместо того, чтобы позволить экстремалу поднырнуть под встречное течение и выйти из потока по дну, элементы экипировки непрерывно удерживали его на поверхности, заставляя безостановочно вращаться внутри гидродинамической ловушки. Ситуацию спасла слаженная работа страховочной группы, которая сумела вовремя вытащить туриста из бурлящей реки. В среду сильный холодный фронт принес на территорию американского штата Юта разрушительный ветер со скоростью 90-120 км в час. Основной удар стихии пришелся на густонаселенный регион Уасач-Фронт и северные округа штата. По данным энергетической компании Rocky Mountain Power, на пике шторма без энергоснабжения одновременно остались более 8,5 тысяч потребителей. К вечеру среды аварийным бригадам удалось частично восстановить сеть, однако около 6200 домохозяйств в Солт-Лейк-Сити, Мидвейле и Саут-Солт-Лейк продолжали оставаться в темноте из-за множественных повреждений. Аналогичная критическая ситуация сложилась в городе Плимут, округа Бокс-Элдер, где упавшие провода перекрыли основную дорогу, ликвидация последствий на которой, по оценкам местных властей, займет несколько дней. В международном аэропорту Солт-Лейк-Сити пилоты пассажирских самолетов были вынуждены кружить в небе, выжидая безопасное окно для посадки. Пыльная буря, поднятая ураганными потоками на границе штатов Юта и Айдахо, снизила видимость на шоссе US-91 практически до нуля и стала причиной столкновения сразу 8 автомобилей. Одновременно с этим сухие грозы и ветер резко обострили пожароопасную обстановку в центральной части штата, где действовало штормовое предупреждение. Обширный атмосферный фронт принес экстремальные погодные условия сразу в несколько регионов Китая. Сильнейший удар стихии пришелся на южные и восточные провинции страны, где мощная конвективная облачность привела к выпадению рекордного количества осадков, ураганным ветрам и разрушительному граду. В городе Цинчжоу Гуанси-Джуанского автономного района был зафиксирован беспрецедентный ливень, когда за 8 часов выпало 273 мм осадков, причем 160 мм обрушились на регион всего за 1 час, что едва не побило мировой рекорд интенсивности дождей. Бурные потоки воды мгновенно затопили городские улицы, превратив основные дороги в полноводные реки, в которых оказались заблокированы сотни автомобилей, а также вызвали масштабное подтопление жилых кварталов и объектов инфраструктуры. Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР перевело спасательные службы в режим повышенной готовности, организовав круглосуточное патрулирование водохранилищ, эвакуацию населения из низинных зон и ликвидацию последствий оползней на ключевых транспортных артериях. На западе Колумбии в четверг зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. По данным геологической службы США, подземные толчки исходили из очага, залегавшего на глубине 117 километров, что существенно снизило разрушительный потенциал сейсмического события на земной поверхности. Эпицентр землетрясения располагался в департаменте Валье-дель-Каука, примерно в 32 километрах к западу-северо-западу от муниципалитета Дарьен. Несмотря на большую глубину залегания, колебания почвы ощущались на обширной территории западной и центральной частей страны, включая департаменты Чоко, Антиокия, Кальдас, Киндио и Рисаральдо, а сообщения от взволнованных граждан поступали даже из отдаленной столицы Боготы. Тем не менее, местные власти Буэнавентуры и Кали сообщили об отсутствии жертв или каких-либо серьезных разрушений в городской черте. Мощный холодный фронт, прорвавшийся через северные и центральные районы штата Монтана, спровоцировал возникновение масштабной и крайне опасной пылевой бури.
Эпицентром стихийного бедствия стали округа Чуто и Хилл, где в непосредственной близости от города Биг Сэнди метеорологические станции зафиксировали экстремальные порывы ветра, достигавшие 137 км в час. Гигантская стена из пыли и грязи стремительно пронеслась над прериями региона, поглощая целые фермерские хозяйства и шоссе. Удар стихии привел к падению видимости на дорогах до абсолютного нуля, что парализовало транспортное сообщение и вызвало серию автомобильных аварий. Из-за угрозы для жизни автомобилистов агентство по чрезвычайным ситуациям штата Монтана и полиция полностью закрыли движение по ключевой региональной автомагистрали Highway 2 от Дотсона до границы со штатом Северная Дакота. Экстремальный ветер нанес серьезные повреждения. В близлежащих городах Гавр и Бокс-Элдер сорваны крыши с навесов и жилых построек, повалены десятки деревьев, а также оборваны линии электропередач, что оставило тысячи жителей без энергоснабжения. Эксперты подчеркивают, что на масштаб полевой бури повлияла интенсивная вспашка земель, которая превращает верхний слой почвы в мелкую сухую пудру, легко поднимаемую ветром даже при отсутствии многолетней засухи. Сильный ветер и пылевая буря обрушились 14 мая на город Хунагунд в округе Багалкот индийского штата Карнатака. Стихийное бедствие сопровождалось падением видимости и экстремальными порывами ветра, которые срывали крыши с жилых домов, ломали рекламные щиты и валили деревья, а также парализовали движение на основных дорогах региона. Основной удар стихии пришелся на сельскохозяйственные угодья и жилые кварталы, где шквал повредил линии электропередач и оставил сотни домохозяйств без энергоснабжения и связи. Метеослужбы отмечают, что данный шторм стал частью масштабного атмосферного фронта, терзающего Индию в текущем предмуссонном сезоне. Резкие перепады температур и жара до 45 градусов Цельсия провоцируют формирование разрушительных шквалов и грозовых суперячеек. Несмотря на невысокую вспышечную активность Солнца, происходящие на нем процессы периодически угрожают Земле магнитными бурями. На этот раз их причиной станет выходящая на линию Солнца-Земля очередная корональная дыра. Это наиболее крупная структура данного типа из присутствующих в настоящее время на нашей звезде. Учитывая тот факт, что она еще и вытянута в меридиональном направлении, разминуться с потоком быстрого солнечного ветра, истекающего из нее в космическое пространство, Земля не сможет. Начало воздействия на магнитосферу нашей планеты ожидается в пятницу 15 мая. В этот день с вероятностью до 90% ожидаются магнитные бури G1, G2, слабого и среднего уровней. В субботу вероятность магнитных бурь опускается до 75%, а прогнозируемая интенсивность не превысит слабого уровня. При этом сплошными и непрерывными возмущения геомагнитного поля не ожидаются. Успокоится магнитосфера Земли к воскресенью. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.